wanna mess me up. Tripping like I'm Jimmy at Woodstock. Me up, drumming round in your red Ford. Shivers down my spinal cord. Oh, 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 oh. 'Cause you got me holding, holding. Even if I lost all my money, the zero runs deep, honey. And I don't need to speak a single word. Па-па-пау! Всем привет, ребят! Меня зовут Владимир, вы на канале Иновский. Сегодня что у нас? Знаешь, что будет? А у нас сегодня будет продолжение. Продолжение в той же игры, но по другой веточке совсем. Пикс, Лирчик, привет. Вы тут, а я тут. Собственно, на предыдущем стриме мы закончили одну ветку. Правильно? И там фейк Пепино, привет. Лайк поставил, ничего себе, вот это да. Вот это первый, получается, первый фейк. Вот это вот, первый фейк на. Значит, сегодня мы посмотрим другую ветку. Мне сказали, что здесь есть еще целых дофига глав, целых 3, 4, получается. Подожди, сказали вообще 8. Мы прошли 3. Получается, осталось 5. Соответственно, мертвые не могут говорить. Первая глава. Получается, мы отказываемся идти с Ромкой. И смотрим «Скрытое во тьме». В попытках найти путь домой я пробирался через длинные острые ветки зимнего леса. Порывы ветра заметали следы, не оставляя ничего на замерзшей земле. Я не помню, как здесь оказался и что здесь делаю. Я просто брел, устало передвигая ноги. Брел с единственной целью найти путь домой. Колючие ветки задевали и рвали куртку. Они словно пытались добраться до меня, схватить. Но я уже не обращал внимания на это. Чем дальше я уходил, тем холод все ближе и ближе подкрадывался ко мне, шел по пятам, ни на мгновение не выпуская из своих цепких лап. С каждой секундой я понимал, что тепло и силы медленно покидают меня. Вот уже труднее дышать, труднее глотать ледяную слюну. Мои ноги подкашивались, а пальцы на обеих руках я вообще не чувствовал. Карина, привет. Однако упрямо продолжал идти. Еще вчера этот лес был совсем другим. Вид из окна на самом деле нисколько не передает те грусти и одиночества, которые царят в нем. Чип, привет. Как же холодно. Как же пахнет смертью. Протоптанная дорожка превратилась в непреодолимые сугробы. Они так и норовили поглотить меня, оставить здесь навсегда. Я посмотрел назад и, убедившись, что дороги обратно у меня тоже нет, решил двигаться дальше. Сапоги сразу же наполнились снегом. Он таял, делая их еще тяжелее. Но это меня не останавливало. В голове держалось только одно слово – выжить. Завывающий ветер не давал продохнуть. Его морозные порывы обжигали и кололи горло и легкие. Начало казаться, что легче вообще не дышать. Легче просто уснуть, сдаться, смириться со своей судьбой. Судьбой 12-летнего мальчика, которому суждено сгинуть в этом мрачном ледяном лесу. Вспомнят ли обо мне? Или даже не будут искать? Мои пальцы уже не двигались. Я совсем перестал обращать внимание на голые стволы кедров, сосен, угрожающие, тянущиеся ввысь и закрывающие собой ночное небо. Я просто хотел спать. Но нужно идти. Словно истлевающая свечка, в душе у меня теплилась надежда. Надежда, что я так не закончу свою жизнь. Ведь так нельзя. Так не может быть. Из последних сил я дернулся и попытался выбраться из белой трясины. Но тут же вспыхнувшая, пронизывающая до костей боль не дала сделать и 3 шагов. Пытаясь прокричать во все горло, я рухнул в снег. Слезы от боли и отчаяния затмевали глаза. «Мама, я хочу...» «Немного...» «Чуть-чуть...»
Огромный комок снега обнял меня. Его тепло согревало, давая хоть какую-то уверенность, когда проснусь, тело наконец-то получит отдых, а сейчас я посплю, наконец-то посплю, а потом встану и пойду домой. Я пойду к маме. Но я не видел снов. Я даже не чувствовал век. Так вот, каково это? Так просто и так спокойно. Флейта? Будто песнь с небес спустился неожиданный ангел и принес за собой чудотворную мелодию. Я снова ощутил жизнь. Снова почувствовал, как кровь внутри закипела и стала двигаться по венам. Сердце вновь забилось. Еще рано умирать. Меня зовут. Зовут идти вперед. С каждым мгновением я чувствовал себя все сильнее. Я могу все. Я могу все. Крикнув, я резко поднялся. Алиса? Ах, ты куда так резко подскочил? Перепугал меня всю. Алиса? В недоумении я принялся разглядывать окружающий меня лес. Я что, проспал всю ночь? Да быть такого не могло. А если и могло, то почему я сейчас нахожусь в совершенно другой его части? Я не знаю. Неуверенно промолвив, я продолжил осматриваться. Однако глаза так сильно привыкли к тьме, что пару секунд я не мог заставить себя взглянуть на ярко переливающийся снег. Но потом все пришло в норму. Вокруг была привычная картина, которую я встречал каждый день. Укрытый белым полотном лес будто выл, просил о том, чтобы его разбудили от вечного сна. Корешки деревьев выглядывали из-под снега, сморщившись, будто кожа от обдавшего морозца. Ух, Антоша, обещала тебя дурачком не называть, но после твоих купаний в сугробах я за себя не ручаюсь. Нахмурившись, я все же решился не вестись на ее издевки и задал вопрос. Где ты пропадала? А что, соскучился по мне? Да нет, просто. Покраснев, я отвел взгляд. Антош, ты такой забывчивый. Всегда тебе удивлялась. Кстати, уже не боишься один по лесу гулять? Этот вопрос прозвучал еще более издевательски, так как я и сам не знал, как тут оказался. Но, впрочем, стоя рядом с Алисой, мне совсем не было страшно. Думаю, уже не боюсь. А я боюсь. Перестань, мы же знаем, что ты боишься. Но ты только скажи, и мы тебя защитим. Ведь ты нам нужен целый и невредимый для нашего веселья, дружочек. Какого веселья? Знаешь, на кого ты сейчас похож, Антоша? Приблизившись, Алиса начала пристально смотреть на меня. Ее некогда голубые глаза вмиг окутались непроглядной темнотой. Пытаясь разглядеть что-то за маской, я не заметил, как тьма леса вернулась, а сказочная музыка стихла. На кого? На заблудившегося, потерянного и напуганного зайчика. Но ты не бойся, ты наш. Наш единственный, наш вкусный. И мы тебя не дадим в обиду. Только позови. Позови нас. Позови. Мое сердце сжалось и, кажется, снова перестало биться. В эту секунду я почувствовал себя персонажем страшной истории, где вампирам-злодеям всаживают кол прямо в грудь. Будто я жалкий кровопийца, которого сейчас прихлопнут прямо во время трапезы, неожиданно и внезапно. Деревья врастут в мое тело, корни заменят кровеносную систему, и я стану единственным целым с лесом. Единым целым. О, эти деревья всего лишь притаились, но готовы ожить в любой момент. Вмиг перед моими глазами пролетели образы родителей и Оли. Бедная Оля, чей свет заливал яркими красками мой мир, делая реальность не такой пугающей. Дрожа от страха, который вселяла даже не Алиса, а нечто более зловещее, я не мог вымолвить ни слова.
Хорош. Хорош, Антоха. Мы справились. Что произошло? Я же мгновение назад был в лесу. Очередной кошмар. Еще и сердце так и норовит выпрыгнуть из груди. Кэт, привет. Да, это был определенный кошмар. Не пожелал бы кому-то из моей... Да что? Алиса не пожелала бы никому из моей семьи зла. Так. Она моя подруга. Ага. Ага. А? Дверь в комнату неожиданно приоткрылась. Оля? А вдруг кошмар не закончился? Деревья продолжают преследовать? Они уже достали меня и здесь. Почему именно я? Дрожь вновь прошлась по всему телу. Флэшбэк бабки. Я вспомнил бабушкин заговор. На острове Буяне, в синем океане, стоит домовина, в ней сало и глина, волосы седые, чертям еда, раба Божьего Антона не тронут никогда. Бесы запутают дорогу к дому, мертвые к мертвым, швы к швам. Проговорив заклинание, я решил задать вопрос в темноту. Есть здесь кто? Тихо проговорив, я продолжил сверлить взглядом открытую дверь, ведущую в бездну. Ответа не последовало. Я слышал лишь гнущиеся ветки деревьев... Что? Гнущие ветки деревьев за окном. Угу. Его подвывание почему-то успокаивало меня, словно ему тоже нужна была помощь, чтобы пролететь сквозь тьму леса и его загадки. Я не один. Дрожь постепенно спадала, а в голове послышались мотивы сказочной мелодии. Может быть, дверь сломалась? Нужно рассказать папе. Если получится. Собравшись, я слез с кровати, пол был неистово холодным и пошел к двери. Закрыл ее. Фу, сегодня поспать уже не получится. Открыть. Открыто. Подойдя к окну, я надел очки. Сквозь узоры мороза на стекле я задумчиво смотрел на свое отражение. Школа? Именно то место, куда мне никак не хотелось возвращаться, хотя сейчас все более-менее наладилось. О, Антон, там будет очень интересно. Мысли о школе тут же навеяли мысли о моих новых друзьях, Рома и Бяша. А можно ли вообще называть друзьями хулиганов, что задирали маленьких и слабых? Но без них Бабурин наверняка бы очухался и вмазал бы мне своей печаткой как следует. Некоторые люди и правда не понимали, что кулаками все проблемы в жизни не решить. Одно только тревожит. Меня могут обвинить в его пропаже. Вдруг Рома и Бяша сдадут меня милиции. А вдруг это был их большой план, который бы вывел меня на тропу вечного позора. И что тогда, скажет Полина? А почему Полина? Может быть, Лилия Павловна что-нибудь плохое скажет. А мы тут только за Полину переживаем. А мама что скажет? А? О маме ты подумал? А что же Полина? Единственная, кто была добра ко мне. А как же Лилия Павловна? Она тоже была добра к тебе? А? Но не ложь... Что? Но не ложь ли доброта? Самая красивая девочка класса. Да и к тому же самая талантливая обратила внимание на никому не нужного простака. Будто это сказка. Будто я принцесса. Сказка, в которой благородная принцесса обратилась к жалкому крестьянину, потерявшемуся в этом мире. И только прекрасная принцесса может спасти его, вывести из лабиринта кошмаров и показать настоящий свет. А тот не верил в чудеса, но вмиг становился самым счастливым человеком на земле, когда вдыхал аромат ежевики. Так пахли ее духи. Волосы. Ее прекрасные волосы. Трунь, 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 трунь. Усилившийся вой ветра перебил мои мысли. Вот бы я мог быть таким же свободным, как этот ветер. Иметь возможность умчаться от своих забот и ежедневных проблем. Так. Ну. Что там? Отойти от окна. Я отошел от окна. Еще немного постояв у окна с видом на затемненный снегом двор, я решил присесть за стол и немного порисовать. Что же еще делать-то ночью? Шестикласснику. Уставившись на белый листок, я снова задумался.
Однако голову теперь занимали не школьные друзья, а рисунок. Перебирая идеи, подкинутые фантазией, я неожиданно заметил, что начал клевать носом. И склевал всю краску. Так. В тщетных попытках взбодриться я встряхнул головой. Но этого было недостаточно. Может быть, просто нужно идти спать? Антон. Не клюй головой, если хочешь спать. Антоша. Антоша, вставай. Антон. Антон. Вставай. Ну же. Мама? О! Здорово. Я резко подскочил и чуть не ударился головой о настольную лампу. Антон. Опять всю ночь домашнюю работу делал? Строгий, но любящий взгляд мамы возвратил меня в реальность. Ссылаться на кошмар сейчас было не лучшей идеей. Да, мам. Сколько раз я тебе говорила. Сначала делом займись, а потом уже бездельничай. Прости. Мама еще секунду с укором смотрела на меня прямо в глаза, однако ее строгий и серьезный вид стал быстро исчезать. Орлиный и испепеляющий взгляд пропал, руки опустились. А она устало взглянула на стол и с какой-то долей сожаления вздохнула. Ах, ладно, собирайся. Тебе пора в школу. А то уже опаздываешь. И я, как назло, проспала. Еще про таблетки не забудь. Да и вообще, не забывай. Говорят, ты не пьешь их. Всю историю. С этими словами она развернулась и вышла из комнаты. Я понимал, что у мамы без меня сейчас много проблем, и лишний раз заставлять ее волноваться совсем не хотелось. Ладно, пора идти. Это я иду. Это я пришел. Наспех собравшись, я выдвинулся в путь. И вот практически подходит к концу наш пролог. Щеки и нос привычно защипало от холода, а изо рта пошел пар. Сделав несколько шагов от дома, я остановился. Ледяной ветер обдавал лицо морозцом и немного бодрил. Морозцем. Не знаю, морозцом, я считаю. Где-то вдалеке над незаметно покачивающимися ветвями деревьев каркая пролетала птица, а точнее три. Точнее вороны. А за седыми стволами кедров и сосен еще пряталось солнце, красной полоской едва-едва освещая утреннее небо. Я бы тоже сейчас спрятался, сидел бы дома, как мышка. Поскорее бы этот день прошел. Ступив на дорогу, ведущую до школы, я вдруг вспомнил сегодняшний сон. Совсем не хотелось бы пережить те события наяву. Пошел под какой-то мост. Кажется, это оно. То самое место, где я повстречал Алису. Но не ту, нет, совсем не ту Алису, которую я знал. Та Алиса хорошая, она моя подруга. Уже полпути пройдено. Ах, хочу ли я идти дальше? Может, я хочу остаться здесь среди деревьев и снега, остаться и ждать свою подругу? Погрузиться в атмосферу этого загадочного, но чудесного леса, спросить его о жизни, послушать его сказки, окунуться поглубже, познавая его дивные красоты. Понять его. Но реальность быстро отрезвляла меня порывом ветерка в лицо. Нужно идти в школу, как бы того ни хотелось. О, дошли. Финишная прямая. Еще немного, и скоро станет тепло. Только эта мысль и придавала мне сил ускорить шаг. Но ненадолго. В голове сразу всплыл силуэт. Катя. Бабурина, может, больше и нет, а вот она осталась. Ее лживые сплетни могут охмурить даже Ромку с Бяшей. Может, стоит попытаться договориться с ней? А может быть, еще чего? Подойти и сказать напрямую, поставить условия, пригрозить в конце концов, напугать. Хотя не знаю, страшно ли я. Я с ней толком никогда не разговаривал. Был лишь дурацкий момент, когда Бабурин подставил меня перед ней и высмеял перед половиной школы. Жалею ли я об этом? Нет. Было смешно? Да. Какой позор. Может, поэтому Катя злится на меня? Может, если я подойду и извинюсь, все станет лучше?
А вообще интересно, как в теле такой милой с виду девочки умещается столько яда и зловредности? И почему именно я, а не кто-то другой? Тот же хряк Сёма. Над ним гораздо веселее потешаться. Было. Пока мы не допотешались. 18+, да? Нет, я думаю, 16+. Подходя к концу дороги, я вдруг услышал позади себя шаги. Ранним утром, раньше я тут никого не видел. Кто-то преследует меня. Может, это Алиса? Я не видел ее с тех пор, как мы играли в лесу. В какую лесу? Не оборачиваясь, я спросил. Алиса, это ты? Две Алисы. Нормально. Ну здорово, Антон. Че за Алиса, Тошик? Девку себе нашел на... Парни? А они что здесь забыли? Почему не в школе? Тоже проспали? Оба? Да так, подруга. Ты, главное, друзей на подружек всяких не меняй. Дружба, это святое на... Ага. Так, как же? Только я успел вспомнить о Семене, как язвительная фраза сама сорвалась с языка. А как же Бабурин? Бабурин. А что Бабурин? Нам уже надоело прикрывать его. Слишком много херни творил. Тем лучше не знать на... Но я окончательно к черту пошел, когда не на того пацана наехал. Зря он на тебя гнал. Так, а может быть, он жив остался? Мы-то по глупости смекнули, что ты терпила. Тебе бы что попроще напялить. А то шкалярой так и останешься на... Вертуха. Хедшот. Доминейт. Не успел Бэша закончить, как ему со скоростью света влетел подзатыльник. Очень сильный, наверное, раз Бэш так быстро сменился в лице. Из всех шкалеров самый конченый здесь только ты. Ну так что, братан? По рюкзаку вижу. В школу топаешь. А вы почему не там? А мы за тобой как раз и шли на... За мной? Я удивился, что этим двоим вообще могло от меня понадобиться. Помощь в одном дельце нужна. Не боись, не криминал. Теперь я точно был уверен, что это криминал. Просто покажем тебе кое-что. Ага, давай, погнали, на. Стоит ли мне сейчас соглашаться на это сомнительное предложение? Прогулять один раз школу и пойти с пацанами, или все-таки отказать им, но не выставлять себя трусом? А вдруг это ловушка, о которой я думал ночью? Отказаться. Ту-ду-ду. И тут мы начинаем наконец-то новую веточку. Погнали. Ну ты чё там, Тоха? Думай быстрее, на. А то мы копыта на морозе откинем, пока ты в облаках летаешь. Я, конечно, не трус, но я боюсь. Но прогуливать школу не намерен. Не хочется лишний раз отстраивать маму. Да и вряд ли это приключение безобидное. Извините, ребята, но я вынужден отказать вам, господа гусары. Не хочется прогуливать школу. Вы уж простите. И что это значит? Ты чё быканул? Так дела не делаются, Тошик. У меня хвостов много, закрывать нужно. Сейчас, видимо, будет избиение Антона. Я пытался найти хоть какое-то оправдание, но по лицам Ромы и Бяши понял, что явно они недовольны моим ответом. Глядя на них, я все больше и больше начинал ощущать себя в том же самом положении, в котором оказался пару дней назад. Рома вздохнул полной грудью и сжал кулаки. Опа-це. Бяшка прав. Так пацаны дела не делают. Не, они делают. Ребята подошли ближе. Я затрясся, я Антон. Предательская дрожь разлилась по моему телу, будто откатилась ледяной водой. Будто окатили ледяной водой. Главное не смотреть в глаза. Главное не смотреть в глаза. Усек на. Зря ты так решил.
Мы все... Чё? Мы же все это ради общего блага, Антоха. Сейчас всечем тебе и пойдем творить добро. Мы же бригада, ёптить. Как команда Вольтрона прям. Что у них с Марвелом произошло? Это расстройство Марвела? Как команда, на. Или ты, Антошка, не согласен с нами? Хорошо подумай, на. Бяшка оскалил зубы, которые остались беззубую улыбку, прищурив и без того узкие глаза. Рома же ехидно ухмылялся, сверля взглядом переносицу очков. А ветер свистел, нагнетая обстановку, будто сам хотел услышать мои крики боли, насладиться ими. Согласен, ну просто, ну раз согласен, то нахрена время тянуть? Быстро собирайся, на. И пошли. И извините, но мне правда надо в школу, я и так опоздал. Слыхал, Ромыч? Слыхал. Отпустим Тошика. Как думаешь? Отпустим. Но за свой базар гнилой ему придется выучить урок. Подсознание вопило, кричало, рыдало, умоляло бежать от них. Но ведь не смогу, догонят, побьют. Ну все, Петр Антонов, подставляй сральничек. Что срачельник? Срачельник. Я закрыл глаза и прикрыл лицо руками в надежде смягчить удар. Страх усиливался, заставляя сердце биться быстрее. Ожидая удара, я понял, что в словах Бяши что-то не так. Петр Антонов? Тьфу ты, А как там, подожди. Фу ты, блин, все испортил. Догадавшись, что это, наверное, глупый розыгрыш, я с опаской подошел поближе. что? Че не так-то? Я тебе, плохой человек, как-нибудь, чтобы... Кто, чтобы передо мной срачельник подставлять? Что? Нет, просто я хотел... Молчи лучше. Наблюдая за выходками ребят, я знал, что это было точно шоу. И как обычно, в шоу жертва насмешки я. Что происходит вообще? Если бы не этот балбес, все бы получилось. Ладно, Тоха, забей. Разыграть тебя хотели, как видишь, неудачно. Еще как удачно. Я уже был готов принять удар, если бы не прозвучали Бяшкины слова. Скажу честно, у вас получилось. С облегчением вздохнув, я расслабил грудную клетку. Ну, видишь, Романыч, ничего не испортил. Зря ты, братан, отказался. Но дело твое, топай в школу, если так важно. Только не пожалей об этом. Увидимся, на. Да так? Блин, Рома, пора уже на это самое. Ой, Рома. Энтони. Рома и Бяша ушли, снова оставив меня одного. Их ребячество серьезно напугало меня. А меня разочаровало. Интересно, в какое дело они меня хотели впутать? Неужто им так благодарен... я им так благодарен за помощь с Семеном, но на поводу у них ходить не хочу. Нет уж. Ага, нет уж. Так. Обдумав произошедшее, я понял, что уже сильно опаздываю в школу. Надо торопиться. Пошлепали. Ну все. Я не в шайке-лейке. Я в банде, но я не в банде. Опа. Зайчья губе. А вот и школа. В очередной раз приходя сюда, я испытываю одни и те же чувства. Уныние и безысходность. Безысходность. Радует только отсутствие Семена и уверенность в том, что я не получу очередной случайный подзатыльник или плевок в тетрадку. Войти. Опа. А что-то я могу еще посмотреть? Так, пса, губу и машину. Волга. Эту машину постоянно паркуют у школы. Возможно, она принадлежит кому-то из учителей. Так, подожди, собака, да? Ага. Понял. Безысходность. О, Жулька, ты учиться пришла? Да, вместе с дядей. Здорово. А этот подозрительный мужчина как раз ошивался возле школы. Интересно, что он здесь забыл? Видимо, ничего, ушел. А че, Жуля не гавкает больше? Блин, один раз нажал и все. А ну все, ладно, пойдем.
У нас есть одна задачечка, мы будем ее решать. Зайдя в школу, я снял верхнюю одежду и повесил ее на крючок. Переодевшись и поднявшись наверх, я вдруг в отражении окна увидел свой усталый и измученный вид. Как же все-таки сложно сосредоточиться на учебе, когда с одной стороны тебя донимают хулиганы, а с другой дети в масках животных. И правда. А вот и нужный мне кабинет. В груди волнение сплелось со страхом, плотной паутиной, опутав легкие, мешая сделать нормальный живой вздох. А может пойти домой? Антон, ты что, первый раз в школу пришел? Уже как бы уже. Ладно, хорошо, я готов. Давай, соберись. Кабинет 204, кабинет 204. Здравствуйте, можно войти? Где шлялся? Где? Очень педагогично. Где шлялся Петров? Не дав что-либо сказать, Лилия Павловна тут же задала резкий вопрос. Ну хоть не всекла. Извините за опоздание, я проспал. В следующий раз разговорами не отделаешься. Порка, 10 розг по спине. Быстро садись за учебник и доставай учебник. Что за Лилия Павловна? Где шлялся? Ну хоть щегол не добавила. Сев за парту, я вытащил из рюкзака учебник литературы и положил его на парту. Глаза то и дело норовили посмотреть на Полину. А я могу. Так о чем проблема? Смотрим. Смогу ли я подойти к ней после урока? Надеюсь, у меня хватит смелости. Так. Начнем урок. Петров, раз опоздал, будешь отвечать на вопросы. И отжиматься одновременно. А я буду пороть тебя. Мысли о прекрасном резко отрубила классная руководительница. Ее слова словно клешни выхватили меня и поставили перед всем классом. Да, хорошо. Я прочитаю тебе эпиграф, а ты назовешь произведение, которому оно принадлежит. Случается нередко нам и труд, и мудрость видеть там, где стоит только догадаться. За дело просто взяться. Либо программа этой школы слишком отсталая, либо я умен не по годам. Эта басня называется «Ларчик». Назови автора басни, в каком году она была написана. Это ведь любой знает. Басню написал Крылов в 1807-м. А ты не знал? А вот он знал. Он умен не по годам. Чертовски, я бы даже сказал. Лилия Павловна удивительно посмотрела на меня, сделав какие-то пометки в журнале. Она написала «Чертов гений». Пометки в журнале, после чего снова обратилась. Пятерку ты заработал, Петров. На тебе, свертухи. А за опоздание оставлю 4. А за помятую рубашку 3, а за то, что тебя зовут Антон, 2. Что? Это же несправедливо. Честная пятерка. Есть вознаграждение, есть возражение, Петров. Ладно, с ней спорить бесполезно. Так-то тройки докачусь. Нет, Лилия Павловна. Лилия Падловна. Обиженно ответив, я сел и прислонил руку к лицу. Из головы никак не выходило предложение от Ромы. Много ли я упустил, отказав? Ромка ведь говорил о том, что это ради общего блага. Ну, конечно, Ромка же благодетель этого поселения, хоть и трудно в это поверить. А может быть, если бы я показал себя храбрецом, Полина бы стала лучше ко мне относиться. Ну, конечно, девочки же любят зэков. Девочкам же нравятся плохие парни. Ну да, в какой-то момент да, а вот потом уже нет. Но точно не Полине. Она другая, она не такая, как остальные, естественно. Она родственная душа, я знаю, что могу обсудить с ней почти любую тему. Интересно, чем она увлекается помимо игры на скрипке? Ведь игра на скрипке не отнимает много времени у человека. Приберегу этот вопрос для разговора с ней. Когда ты занимаешься скрипкой, у тебя вообще очень много времени. Ты можешь потратить это время, ну, я не знаю, на спортивную ходьбу, например. Хорошо, Авдеева. Что? Авдеева? Хорошо. Авдеева. Но пока ставлю точку и журнал. Если принесешь домашнюю работу вечером, выставлю 5. Авдеева это Полина? Лилия Павловна оглядела класс и что-то отметила в журнале. Идиоты. Так, дети. Сегодня ответы более-менее. Хоть четвертные будет за что ставить. Так более-менее это значит, что хорошие, а не то, что их много. Зазвенел звонок. Это его работа.
Он ее выполнил. Готовьтесь к следующему предмету. Урок окончен. Подожди, а что, в 6 классе все уроки ведет один учитель? А, это посильнее. Это же поселок, наверное. Ну, наверное. Лилия Павловна открыла другую страницу журнала и начала что-то писать. Повезло, что я пришел в конце урока. Да, действительно. Обычно повезло, это когда не спросили. Или я что-то путаю. А дома я не успел даже прикусить перед уходом. Кстати. Окей. Мы же вроде бы же там когда-то... Ну ладно. Это было совсем в другой истории. Пойду попью воды, что ли, чтобы живот не так сильно урчал. Слушай, урчание живота, это, я думаю, не такой уж и кринж. Уже находясь в коридоре, я услышал быстрые шаги, доносящиеся из класса. Антон, постой! Это Полина. Я был невероятно рад увидеть ее. Правда, первой ко мне подошла она. Ага, снова. Привет, я не помешала тебе? Помешала, я воду здесь пью. Как Полина вообще может помешать? Нет, все хорошо, я ничем не занят сейчас. Просто ты выходила из класса такой задумчивый и серьезный. Ну, я и подумала, что ты размышляешь о чем-то важном. Да нет, все нормально. Я тут узнать хотела. Это правда, что на тебя напали в лесу злые волки? Вопрос оказался крайне неожиданным. Я думал, что об этом никто не знает. Хотя, на что я надеялся? Поселок маленький, слухи быстро распространяются. Не желая особо вдаваться в подробности, я отвел глаза в сторону и отмахнулся. Да, ничего такого. Просто злые волки. Вот видишь, даже синяков нет. Ох, Антош, надо было тебе идти со мной. В эту секунду мне вдруг стало как-то неловко за то, что в тот школьный день я бросил Полину одну. Полин, ты извини, что я тогда ушел, ничего не сказав. Я просто вспомнил, что мама просила побыстрее вернуться домой. Так, это был какой день? Ну, это было в оригинал. Если что, это было в оригинал. Ничего страшного, я не обижаюсь. Полина поправила волосы, внимательно смирила меня взглядом. Смирила. Знаешь, Антон, мне так нравится, когда ты погружаешься в свои мысли. Как будто ходячая книга. Не пойми меня неправильно. Ты букварь. Ходячая книга? Ходячая книга? Это как? Ну, ты видишь мир не так, как остальные. Да. Это как-то связано с книгой? По твоему взгляду было видно, что ты даже в обычной партии сможешь найти что-то особенное. Вот дай тебе чистый белый листок. И я просто уверена, что ты сможешь по этому листку написать огромное интересное сочинение. Будто ты пересказываешь кому-то свои мысли, переживания и чувства. Будто кто-то читает тебя, как книгу. Мурашки пробежали по телу. Давай, пик, пока. Как я могу пересказать кому-то свои мысли, не произнеся при этом ни слова? Вот о чем ты сейчас думаешь? О тебе? Ну, честно отвечать мне не очень хотелось. Надо что-то придумать. Вчера я ужастик смотрел. Там спутница главного героя умерла, жалко ее было. Пожалуйста, только не спрашивай название, Ты смотришь фильмы ужасов? О, ты что? На самом деле не такой хороший, как хотелось. Во взгляде Полины появилось явное удивление. Ну да, посматриваю иногда, что? Ура, ха-ха-ха, я нашла человека, которому тоже нравятся фильмы. Я чуть не поперхнулся. Фильмы ужасов? Ну, окей, да. Полина тоже любит ужасы? Многие боятся их смотреть, но меня, если честно, они успокаивают. Да, точно маньячка. Полина успокаивает страдания людей? А по тебе не скажешь. Сейчас как укусит за щеку. У каждого человека есть свои секретики. Не ожидав такого от Полины, я сам не заметил, как сделал небольшой шаг назад. Ты мой секрет знаешь. Стоп, это утверждение. Ты мой секрет знаешь, типа. Рассказывай теперь свой. Мое удивление медленно переросло в тревогу. Откуда у нее нож в руке? Я снял очки, делая вид, что протираю их и думаю, чтобы ответить.
Никогда моя непоколебимая уверенность в принятии нашего... Что? В приятности нашего общения сменялась непонятным чувством опасности. В Полине не было ничего угрожающего, но вот ее слова дали повод вспомнить ночной кошмар. Я все еще, не надевая очки, взглянул на Полину. Это лицо? Не стесняйся, об этом никто не узнает. А какие секреты? Какие секреты у меня? О! Ну я... Слушай, ну подруга в костюме лисы... Это чуть-чуть перебор, наверное. Смотрю мультики с сестрой, это довольно такой по-детски, знаешь. Если бы меня сейчас спросили, я бы хвастался, что смотрю мультики с сестрой. Я бы ходил и говорил, знаешь, я вообще-то мультики с сестрой смотрю. Вообще-то. Не шути со мной, я вообще все знаю про мультики. Вот, поэтому... Не знаю, все-таки Алиса это все-таки мой глюк, скорее всего, да? Как ты думаешь? Ладно, короче, давай, все, я мультики с сестрой смотрю, все, это секрет, никто об этом не должен знать, понятно, никому не рассказываю. Это могло прозвучать, может прозвучать глупо, но мне нравится... Там не было варианта того, что мне это нравится. Мне нравится смотреть мультики с моей младшей сестрой. Мои щеки задели, и уверенность в себе сменилась на уверенность в будущих насмешках. У тебя есть сестра? У тебя есть сестра? Фу, зашкварный. Я не знала. Ну да, я никому не рассказывал, это был мой секрет. А как ее зовут? Оля. Ой, так мило, Антон. Правда? Я думал, что ты будешь смеяться, а я нет. Я? Над таким можно смеяться, разве что Пятифанов. Это наоборот, хорошо, что ты проводишь свое свободное время с сестрой. А я почему-то не был уверен насчет того, что... Насчет этого, так как Ромка бы посмеялся над этим. Но вопросов лишних задавать не стал. А какой твой любимый страшный фильм? Резко меняющийся по телу... Что? Резкий, меняющий тему вопрос поставил меня в тупик. Я стал лихорадочно вспоминать названия фильмов ужасов. Кошмар на улице Вязов, наверное. Ну, классика, молодец. Классика — это всегда вариант. Если тебя кто-то смутил таким вопросом, вспоминай классику. Вымолвив, я через мгновение осознал, что об этом фильме я абсолютно ничего не знаю. Но вспоминай классику, которую ты смотрел. Ну, я имею в виду, которую ты знаешь. А мне нравится Крик 96-го года. Нормально. Красиво. Красивый ход, Полина. Довольно приевшийся, но весьма неплохой. Правда, это не совсем фильм ужасов, а скорее слэшер. Слэшер — это вообще-то поджанр фильмов ужасов, Полина. Ты что тут опутаешь? Как жаль, что вторая часть не оправдала ожиданий. Было мало крови. От этого фильма тащились мои одноклассники из прошлой школы. Ба-ба-ба-ба. Вот такого, кстати, не было в оригинале. Мне было не особо интересно. Но, как я только что узнал, Полина в этих фильмах разбирается отлично. Наверное, хороший фильм. Я не видел, к сожалению. Очень советую тебе его посмотреть. Со мной. Продолжение. Вряд ли я решусь познавать мир ужастиков рядом с Олей. Может быть, есть кто-то еще? Какой-то вариантик? Посмотреть там что-нибудь с Полиной? Как раз... Это же прекрасная возможность посмотреть любимый фильм Полины с Полиной. Неловкое молчание я стерло благодаря моему вопросу. Полин, а чем ты еще увлекаешься помимо скрипки? Почему я заговорил голосом Полины? Ох, Антош, извини, что прерываю наш разговор, но скоро прозвонит звонок. А я еще не подготовилась к уроку. Ничего страшного, я все понимаю. Мне тоже надо подготовиться. А тогда я пойду, поговорим потом. Так, ну все. О, призрачное лицо. Ачивка получена. Но ты ее не увидишь, потому что она за вебкой. Ты видишь эту полоску, которая спустилась. Полина поспешно зашла в кабинет, оставив после себя приятный ягодный аромат. Неужели я смогу... Может, у нее просто варенье по карманам распихано? Неужели я смогу узнать ее получше? А чё нет? Не зря я все-таки пошел с Ромкой. Не пошел с Ромкой и Бяшей. Конечно, не зря. Оказывается, очень сильно даже не зря. Следующий урок обещал быть невероятно скучным. То ли дело предыдущий, от которого я кайфовал.
Особенно по одной много опережающей школьной программе. Особенно по этой многоопережающей... ну типа... Понял. Сев за партой, я достал учебник русского и принялся бесцельно листать страницы. Что-либо записывать интереса не было. Нету интереса записывать неинтересное. Все мысли были заняты Полиной и утренней стычкой. Стычка с Полиной? Когда твоя стычка с Полиной произошла успешно. Как только прозвонил звонок, я сразу же вышел из класса, с нетерпением ожидая продолжения разговора с Полиной. Так, Петров, срочно придумай тему для разговора. Ага, внутренний голос. Приветик еще раз. Так, Петров, ты ничего не придумал. Импровизируй. Резкий уворот и сальто назад. Приветик. Нифига себе, она резко изменилась. О, этот урок был таким скучным. По 1 минуте, да, действительно. Так, кстати, ты случайно не знаешь, где Рома и его прихвостень? Прихвостень? Ты про Мяшу? Да, он мне никогда не нравился. Крутится хвостиком и поддакивает постоянно. А без Ромки ничего сам сделать не может. Почему Полине интересно, где сейчас Ромка? Я и сам не знаю. Холодно ответив, я опустил глаза. А зачем они тебе? Просто хотела удостовериться, что сегодня я их не увижу. Полина что-то не договаривает. Антош, мне тут помощь нужна. Недалеко прям, в кабинете музыки. В кабинете музыки? Я же не умею играть. Какая помощь с моей стороны может понадобиться? Но так или иначе, я не имею права сейчас отказать. Имею ли я право сейчас? Ну да. Конечно, давай помогу. Отлично, пойдем. Посмотрим кабинет музыки. Вау, мы там ни разу не были. Мы ни разу не были там вообще. Уже дошли? Вот, нам сюда. На соседний подоконник. Полина легким взмахом руки распахнула дверь и бодро пошла внутрь. Я же чуть менее решительно шагнул за ней. Композиторы. Ага. Гитарный гриф. Ага, нотный стан. Ага. Ты же еще не был в этом кабинете, да? Остановившись в дверях, я стал осматриваться. Ну да, вообще-то не был. Ага, я здесь впервые. Продолжая изучать стены и портреты, висящих на них, я заметил стертые записи, сделанные на доске. А тяжело запоминать все эти ноты? Достаточно не лениться и не пропускать уроки сольфеджио. Там все предельно просто. А что, хочешь научиться играть на музыкальных инструментах? Конечно, сразу на всех. Можно на всех? Спросив это, лицо Полины озарилось еще более светлой улыбкой, что заставило меня задуматься. Умение играть на музыкальном инструменте, это же ведь круто. Это просто бесподобно. Особенно на пианине. Ой, мы могли бы вместе с Полиной сочинять свою музыку. Я играл бы на пианине, а она на скрипке. Вместе бы ездили по разным странам, выступали бы, родители бы нами гордились. Было бы неплохо научиться. А какие инструменты тебе нравятся? Музыкальные? Думаю, пианино. А ты знал, что пианино отлично дополняет скрипку? И еще все остальные инструменты тоже неплохо дополняют пианино. Тихим и ласковым голосом спросила Полина. Приятные мурашки побежали по всему телу. Вместе они отлично звучат. Ты абсолютно прав, Антоша. Го обниматься. Мне нравится, когда она меня так называет. Антон, это прекрасное сочетание. Полина. Слова сами вырвались из уст. Щеки загорелись, пульс участился, и сама уже душа ожидала и интригующего продолжения. Ё-моё. Ее глаза заставляли дыхание замирать. Они словно гипнотизировали, поглощали. А ее ласковый голос, определенно. Кэт, я вижу удивление в твоем эмодзи. Вот тебе и превью. Полина, ты тут? Это Катя, между прочим. О, Скофилд, привет.
От неожиданности Полина быстро отпрыгнула от меня в сторону. Реклама на ютубе, что делать? Ну что, пропускать. Только не она. Катя? Черт ее побери. Ду-ду-ду-ду-ду-ду. Ах, вот ты где. Кэт, ну это ж прекрасно. С этим изгоем дружбу водишь. А что, мы уже перешли на прямые оскорбления? Тварь. Я хочу сказать, Ромочка получше вариант будет. Но выбирать, конечно, тебе. Да и ухаживает он за тобой явно лучше, чем этот очкарик. Чё? У нас что, открытый конфликт настолько уже? В какой момент это произошло? Пока я в школу ушел, Рома ухаживает за Полиной? Катя, мы просто общались. Полиночка, я не слепая, я видела, как вы тут чуть ли не целовались. Роме будет очень неприятно узнать, что его девушка целуется с каким-то неудачником. О, я зло сжал кулаки. Но тут и очень много вопросов, конечно. Однако слова Смирновой были настолько же противны, насколько интересны. Катя, можешь выйти из кабинета и оставить уже нас в покое? Ах, Полиночка, променяла свою подругу на неудачника. Неудачника, у которого завтра появятся синяки по всему телу. В лучшем случае. Да-да-да. Посмотрев на Полину, я впервые увидел ее разгневанное лицо. Заткнись, жалкая сплетница. О, босс-файтинг? Ах, даже так? Ну давай, покажи, на что ты способна, подружка. Чё, реально будет драка? Как старый добрый, давай, давай. Она уже избивала ее? Что происходит? Не желая даже представить, что сейчас может вылиться этот конфликт, я шагнул к Кате. Ты слышала, что тебе сказали? Неистовая злоба закипела в моих жилах, будто насмехаясь над моей сдержанностью. Свали отсюда. Смелости набрался, я смотрю, жалкий лох. С рук тебе-то не сойдет, Антоша. Я сказал тебе, свали отсюда, Смирнова. Быстро, блин. Дверь мне запили. С той стороны. Поправив воротник, Катя немедленно, неторопливо вышла из класса, перед этим бросив взгляд на Полину. Он был, как всегда, решителен, однако проблески чего-то там беспокойства говорили о выигранной битве, что ли. Скофилд, не ругайся, пожалуйста. Он был, как всегда, решителен, однако проблески беспокойства. Жаль, что эта битва — начало войны. Ох, Антоша. Мы были слишком грубы с ней. Не думаю, что ласковые слова повлияли бы на нее так же сильно, как грубые. Это я виновата, что она стала такой. На глазах Полины выступили слезы. Что она имела в виду? Почему? Ладно, неважно, забудь, Антон. Возьми, пожалуйста, вот эту стопку нотных тетрадей, которая лежит на стуле. Да, сейчас. Я поднял на руки большую стопку тетрадей. Не, ну это какой-то был резкий конфликт. Как бы она резко начала, как бы резко получила. Тут что я могу сказать? Вертухи не было. Я не жал на вертуху. Полина же взяла скрипку, лежащую на пианино, и в углу кабинета. Ее расстроенные мокрые глаза не давали мне покоя. Нужно как-то утешить ее. Однако что-то удерживало меня, мешало подойти к ней. Пойдем. Пойдем. Ну, это разборки питерские, детские. Не дожидаясь меня, Полина быстро ушла из кабинета. Да что я за тряпка-то, а? Так и не смог ее успокоить. И какой я мужчина после этого. Ну, тут, знаете ли, когда вот это вот, вот это вот все не обязательно кидаться, успокаивать. Все нормально, что-то конфликт есть конфликт. Лишь мальчик. Я лишь мальчик, который просто хочет любви и нормальной жизни. Школьный день был ужасным. Да не, все нормально, что ты вообще. Нормально, еще все прошло.
Скучные уроки, мерзкая Катька, расстроенная Полина. И я, который не смог поддержать свою подругу. Вздохнув, я понял. Пора домой. Нормальный день, много информации получили, много уроков извлекли, на пианино посмотрели, книжки поносили, тетрадки поносили. Ну. Неужели я причинил ей боль? Моей Полине. Только от одной подобной мысли сердце было готово разорваться в клочья. Почему я так страдаю из-за нее? Почему она единственный человек, который искренне хочет общаться со мной? Который понимает меня и готов выслушать? Мне нужно позвонить ей, срочно. А номер? А я же не знаю ее номера. Почему я такой неудачник? Катя была права. Я никчемный. А ведь я был так близок к ней. Так близок. Так близок, как никогда. Инцидент в классе музыки терзал и никак не хотел выходить из головы. Неужели Полина и вправду дружит с Ромой? Почему она не рассказывала мне об этом раньше? В поисках ответа я стал наворачивать круги по комнате. Возможно, это все-таки бредня, чтобы рассорить нас. Полина бы не стала дружить с такими хулиганами. Как же это Смирнова достало? Я, конечно, хочу примириться с ней хоть как-нибудь, но вряд ли это возможно. Да и после сегодняшнего дня, почему Рома? Ти-Джей, привет. Ой, Тоша. Ты так незаметно пришел? Привет, Оль. Я остановился и грустным голосом поприветствовал сестру, плюхнулся на кровать. Как твой день прошел? Представляешь, мы сегодня с мамой и папой пошли гулять. Оля не шутит? Ты серьезно? Даже с папой? Серьезно. Папа с работы пораньше вернулся. Странно, почему я не заметил его обуви в прихожей? Только мама меня укутала всю, аж ходить трудно было. Зато тепло. А где сейчас папа? Он помог маме какие-то коробки перетаскать, а потом они уехали в какой-то большой магазин. Большой магазин? Да. Папа, когда проезжал мимо твоей школы, заехал в продуктовый и увидел рекламу большущего магазина. Там все есть, и куклы, и кассеты с мультиками. Папа проезжал мимо моей школы? Как хорошо, что я не пошел с Ромой и Бяшей. Иначе бы отцу уже рассказали о моем прогуле. Ое. Мама, это Олины слова изначально... Мама изначально не хотела ехать, по-моему. Но почему-то передумала. Может, и мы тогда погулять пойдем? Не ожидав такого предложения от Оли, я не нашел ничего ответить. Не нашел, что ответить. Ну... Пожалуйста. Ну, Антоша. Олины круглые глазенки давили на жалость так, что отказываться язык не поворачивался. Однако моя усталость после школы тоже давала о себе знать. Да ладно, ты даже не подрался с Катей. В чем проблема? Ты не устал. Конечно, согласиться, ты чё? Давай, иди уставай. Спать ночью надо, Антон. Спать надо ночью, а днем надо делать дела. Ну, обычно. Ладно, хорошо, но на полчасика. Ура! Ну, прекрасно. Спасибо, Тоша. Пошлепала, ну, она же весь день дома сидит. Подожди, она в детский сад вроде ходит, не? Оля, радостно топая ногами, быстро убежала вниз. Странно, что мама разрешила ей погулять на улице. Вот это, кстати, да. Но она пойдет к лучшему. Сестра и так много времени просидела в 4 стенах. Ну, с Антоном-то можно. Превозмогая усталость в коленях, я встал и пошел за Олей. Ты же мой усталый. О!
В коридоре я помог ей надеть курточку, а потом оделся и сам. Пухлые белые щечки Оли очень забавно выпирали. Антон, может я без шарфа пойду? Ага, ты что, заболеть хочешь? Не хочу. Значит, пойдешь шарфом. Ну нечестно это все. Ты сам почему без него ходишь? Я уже больной. А, реально, мне труднее заболеть. Да какой ты больной? Да я таблетки пью. Такой же пупс, как и я. А, большой. Да. Ну и больной, в общем-то, я хотел именно это сказать. Оля недовольно нахмурилась. Тогда я пупс побольше. Ладно, все, идем. Или ты передумала? Ничего не передумала. Обиженно воскликнула Оля. Ну тогда пошли. Такой же пупс. Такой же пупс, как и я. Мы вышли из дома. Я рад, что Оля изредка хотя бы может гулять со мной. Все мультики уже давно пересмотрены, да и из игрушек она уже вырастает. Не налазят. А еще я из окна лисичку видела. Лисичку? Я опешил. Да, это была девочка твоего возраста. Так девочку или лисичку? Оля, ты что, тоже таблетки не пьешь уже? В красивой маске и шубке. Я хотела с ней поговорить, но мама запретила. Я понимаю удивление Оли. Не часто встретишь девочку в костюме лисы рядом со своим домом. Однако я к этому уже привык. Ну что, пойдем? А что здесь вообще гулять? Здесь вообще куда гулять? Я повел Олю по лесной тропинке, а затем свернул в левую сторону. Ого, какие здесь закорючки! Какие закорючки? Ты о чем? Оля показала пальцем на голые деревья, скорчившиеся от беспощадного холода морозной зимы. Ага, те еще коряги. Что? Скофилд, я после стрима пойду на завод. У меня там свой Far Cry польский. А можешь мне свою школу показать? Ты чё, школа далеко. А почему именно школу? Ну блин, потому что она еще в ней не была, она не знает, что там. Конечно, интересно. Интересно посмотреть, где двойки получаешь. Лох. Оля хитро посмеялась. Я вообще-то хорошист, если что. Ну. Ладно, пойдем. Но ненадолго. Заодно поселок тебе покажу. Что-то мы капец, у нас прям какой-то поселочный тур. Оля миленько шагает по протоптанному снегу, а я с уставшим выражением лица следую за ней. Нет проблем, нет забот. Эх, не ценил я то время, когда был маленьким. Так кайфуй, ты маленький. Ты еще не знаешь, что имеешь. Очень долго до школы идти. Ну да, я говорил. Это я говорил, а не Антон. А ты каждый день так? Я уже привык. Я уже большой пупс. Зато часто на свежем воздухе бываю. А у меня носик от этого свежего воздуха уже замерз. Всяко лучше домашней духоты. Конечно. Мы подошли к поселку. Не хочу домой возвращаться. Ну, живи на улице. Он воет, скрипит и кряхтит. Я тебя понимаю, Оль. Хочу вернуться в уютную квартиру. А как же шумные соседи? Если честно, я уже соскучилась по... Чего? Провинатору дяди Пети. Провинатору? А, перфоратору, Оль. Да, перфоратору. Профинатору. Глядя на улыбку своей сестры, я сам невольно заулыбался. Как мало ей нужно для радости. Ну. О! Ну, как говорится, кто сестру выгуливает, тому Бог подает. Ой, Антон, не ожидала тебя увидеть. Ну, это просто double kill, dominate, я считаю. Я считаю, это you win. Полина подошла ближе, мило улыбаясь, и посмотрела на Олю. Это сестра твоя? Оленька, правильно? Ого! Антоша, она меня знает. Ахахахаха. Не переживай, Антон говорил о тебе лишь хорошее. После Зайца что будет? Не знаю, посмотрим. Есть там один симулятор интересный. Симулятор
таможника. Я немного засмущался. А как тебя зовут? Я Полина. Я Полина. Очень приятно познакомиться. Антош, а откуда ты ее знаешь? Недолго думая, я вымолвил. Она моя подруга, а еще мы учимся в одном классе. Ого! Полиночка, а ты будешь моей подружкой? А то у меня вообще друзей нет. Конечно, буду. Твоей лучшей подругой. Антон, ты слышал? Ура! У меня есть подружка! И сразу лучше. Полина и Оля мило общались, заставляя улыбку на моем лице сиять еще больше. Ой, Полина, а ты придешь к нам в гости? Олин вопрос, адресованный Полине, заставил мои щеки побагреть. Конечно, Оленька, если твой брат будет не против. Брат. Ты что, брат или ты брат 2? Не переживай, Антоша не будет. Да ведь? Посмотрев на Олю, а затем на милую улыбку Полины, я еле выдавил из себя несколько слов. И эти слова были мои любимые слова. Да, конечно, приходи. Я опустил глаза вниз и стал шкрябать ногой ледяную корку. Засмущался как? Блин, это сестра же что, тоже умна не по годам. Оль, перестань, ё-моё. Весь покраснел. Слова Полины кинули меня в жар, и я потерял сознание. Где мои таблетки? Срочно таблетки. Мне одновременно и нравилось быть рядом с ней, и в то же время было некомфортно ощущать себя стеснительным ботаником. Ладно, ребят, я пойду. Дела не ждут. Так быстро? Мы даже не обсудили любимый мультик. Оленька, я обязательно приду к вам в гости. Мы обсудим все твои любимые мультики. Обещаешь? Обещаю. Ура! Антош, ты любишь... Сейчас будет обморок. Антош, а ты любишь Полину? Томкинг, привет. Я остолбенел. Полина посмеялась. Полина, видимо, тоже. Ладно, я пойду. Пока, Оль, пока, Антон. Ой, это, я считаю, хедшот. Полина, попрощавшись, быстро ушла. Оль, стоп, я что-то не так сказала? Конечно же нет. Еще как? Ты позоришь меня? Ты чем думала вообще? Я сделал глубокий вдох. Нет, Оль, все нормально. Все время делай так. Пойдем домой. Да, блин, ну нормальная тема, блин. Вообще, Оля просто этот самый. Оля имба, я тебе говорю. Ребенок имба. Так ты любишь ее? Оль, понимаешь, в жизни не все так, как у твоих кукол. Че ты мутишь, Антон? Ну скажи, да, но это секрет, Оль, ты че, моё? Ну ё-моё, блин. Хотя она будет потом бегать, кричать, что секрет знает. Просто так жить счастливо нельзя. Надо страдать. А что не так? Полиночка милая, добрая, очень красивая. Да и я умна не по годам, вон как рассуждаю, блин. Что происходит здесь? Что за ребенок? А что же я? А что же я? А ты мой брат. Вот так спасибо. Если я твой брат, значит для меня в этой жизни все двери открыты. Ну, пожалуйста, попроси ее хотя бы прийти в гости. Че как лох? Я вон уже пригласила ее и тебя раскрыла. Я вообще все знаю. Я же знаю, что ты этого хочешь. Откуда, блин? Еще как хочу, но хочет ли этого Полина? Антон, спроси у своей сестры, она знает. Да и слова Кати насчет их отношений с Ромой звучали правдоподобно. Ну, так может быть ты и спросишь тогда. Оля, она не просто приставучая, она в десятку стреляет, понимаешь, в чем прикол? Ладно бы вот это вот все. Так же нет же. Хотя Полина дала обещание Оле. Я попробую. Ура, спасибо, Антоша. Но обещать ничего не могу.
Ну так и да. Уже вообще-то пригласила. Уже нельзя уже вообще отказываться. Уже, знаете ли, подарочки, не отдарочки. Придя домой, я и Оля отогрелись, а мама позвала нас есть. Я кое-как осилил последнюю ложку рисовой каши и с клубникой и вареньем. Опа! А потом все запил чаем. Ну, хоть не водой с сгущенкой. После же я помог сестренке починить слетевший с настроек телевизор. Провозились с ним битый час. Я принялся делать домашнюю работу. Ну все, ночь. Вот ночь и уже спать. Все, кайф. Как говорится, и пазл сложился. В этот раз задания на дом были элементарными. Ну тем более, ты же гений. Даже для меня, человек с не особо понимающим в математике. Однако я уверен, что Бяша сейчас сидит в холодном поту, пытаясь решить уравнение. Хотя оно и понятно. Думаю, эти иксы и игреки в 6 классе уже буквы. Ему никогда в жизни не пригодятся. Да ладно. Ладно, я не помню, когда там эти формулы сокращенного умножения начинаются. А пригодятся ли они мне? Спойлер, нет. Задумавшись, я подошел к окну своей комнаты. Смотря на отражение своего лица... Давай помедленней. Смотря на отражение своего лица, я не переставал думать о происходящих со мной вещах после переезда в этот дом. Косимус, привет. А не хочет ли Антон спать? А? Он же хотел. Перчатка пропавшего мальчика, дикие собаки, милиционеры, девочка в костюме рыжей лисы, друзья-хулиганы, сплетница староста и талантливая Полина. Раньше я думал, что городской темп жизни был слишком быстр и перенасыщен для меня. Я ошибался. Здесь это насыщение настолько сильное, что оно буквально превратилось в настоящий водоворот событий. Ходячая книга. Почему Полина меня так назвала? Либо слишком скучный в общении, либо наоборот, интересный. Зависит от того, какую книгу она имела в виду. Надеюсь, все-таки интересную. Я вдохнул полной грудью и сел на кровать. Пора спать, завтра новый день. Надеюсь, я проведу его с большой пользой для себя. Спокойной ночи, родители, приятных сновидений. И всего хорошего, Полина. Что-то такое, не начитал. О! Ну, отлично. Значит, у нас как раз подошел к концу стрим, а я как раз объясню Косимусу, почему первая глава. Потому что мы проходим другую ветку. В начале стрима все начинается нормально, точнее, как мы уже видели. Вот. А потом все идет по другому пути, когда мы выбираем не идти с Ромой и Бяшей. И все идет по другой цепочке событий. Соответственно, новая глава, новая жизнь, новый день и все остальное. Но будем также проходить по главе. Мне разработчик сказал, что глав 8. Ребята в чате тоже сказали, что глав 8, но они не сказали, что 8 на 2 цепочки. Получается, 3 мы прошли, получается, в этой цепочке 5. Окей. Ну и получается, что все ссылки в описании. Стрим заканчиваем. Дискорд для быстрого общения и знания всех анонсов в чате и в описании. Кстати, ссылка на разработчика, на YouTube-канал разработчиков и сообщество ВКонтакте разработчиков тоже в описании, в самом верху, практически в шапке описания. Есть что, можешь туда перейти и задать ему все вопросики. Там, кстати, отвечают, мне отвечают, например. Ну и до встречи в следующем стриме. Пока.